Всем привет! Это HL News, и мы к вам с самыми актуальными гандбольными новостями. Россия получила соперников по группе на грядущий женский чемпионат мира в Испании. В полуфинальном матче на Евро 21 до 17 лет в Черногории женская сборная России проиграла сборной Германии, а мужская сборная России на предварительном этапе Евро 21 до 19 лет в Хорватии проиграла оба стартовых матча. Подмосковные чеховские «Медведи» начали с победы на Кубке Белгазпромбанка, а в понедельник, 16 августа, в Москве стартует Кубок Московской Федерации гандбола. И мужские клубы «Сунгуль-Снежинск» и «Динамо Челябинск» будут объединены. А теперь об этих новостях подробнее. В четверг в испанском городе Кастильон-де-ла-Плана завершилась жеребьевка женского чемпионата мира 2021 года. 32 участника турнира были распределены по 8 группам. Сборной России, посеянной в первой корзине, соперники достались сборной Сербии, Камеруна и Польши. На фотографии показаны все участники грядущего соревнования. Жмите на паузу и рассматривайте все детально. Стоит добавить, что еще не все отобрались на этот чемпионат мира. Оставшиеся участники отберутся в следующих соревнованиях. С 22 по 27 августа в США пройдет чемпионат Северной Америки и островов. С 15 по 25 сентября в Иордании пройдет чемпионат Азии, и с 5 по 9 октября в Парагвае пройдет чемпионат Южной и Центральной Америки. Сам же чемпионат мира пройдет с 1 по 19 декабря в Испании. Российские девушки шли по дистанции юниорского чемпионата Европы без особых проблем, разбираясь по очереди со всеми своими соперницами. 5 матчей, 5 побед. Но в полуфинале случилась осечка. Сборная Германии до плей-офф потерпела 2 поражения и чудом вышла в зону борьбы за медали. При этом она успела обыграть Норвегию и Францию, а их полусредняя Виола Лейхтер поднялась на 2-ю строчку списка бомбардиров. Во встрече с россиянками она подтвердила свой класс, забросив 12 мячей. У россиянок нашелся ответ в виде суперрезультативного разыгрывающего Алины Решетниковой, забросившей 13 голов. По ходу матча преимущество россиянок достигало 4 мячей, но удержать его наши девушки не смогли. Подвела спешка и глупые потери в атаке. А травма одной из главных забивал россиянок в концовке первого тайма Дарьи Лаврентьевой лишь усугубила ситуацию. Значительную часть своих голов в последней четверти основного времени немки забили в легких, быстрых отрывах. А в ключевые моменты не смогла реализовать пенальти Решетникова и на последних минутах второго тайма, и во втором овертайме. Дополнительное время сборной России совершенно не удалось, что обернулось крайне обидным поражением. Теперь россиянки поборются в воскресенье только за бронзовые медали со сборной Дании. 2 поражения одержала российская сборная на старте чемпионата Европы среди юношей до 19 лет. Сначала наша команда уступила сборной Германии со счетом 27-35. Следом прилетел еще и разгром от датчан 26-38. Теперь датчане, как и немцы, обеспечили себе выход в основной раунд. А в 3-м туре предварительного этапа сборная России сыграет с Норвегией, также потерпевшей в первых 2 турах 2 поражения. Матч пройдет в воскресенье, 15 августа. И оба его участника потом продолжат борьбу в утешительном раунде. В Бресте уже стартовал предсезонный турнир Кубок Белгазпромбанка. Для чеховских «Медведей» этот турнир является не только подготовительным перед чемпионатом России, но и подготовкой к грядущим еврокубковым матчам. В первой встрече подмосковные гандболисты одержали победу над украинским «Мотором» со счетом 28-25. Свой следующий матч «Медведи» проведут сегодня против хозяев клуба «Мешков Брест». Кубок Московской Федерации гандбола пройдет с 16 по 19 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо». Турнир рассматривается как генеральная репетиция к стартующему чемпионату России. В нем примут участие команды ЦСКА, Лада Кубань, Звезда, Астраханочка и Динамо Синара. Мы уверены, будет интересно. 2 мужских гандбольных клуба, Челябинская «Динамо» и Снежинский «Сунгуль», объединяются в один под названием «Динамо Сунгуль». Плохо или хорошо — это решать вам. Напишите об этом в комментариях под видео.
Ассистент главного тренера Снежинского клуба Алексей Павельев сказал об этом так. Это не просто две отдельные команды, это две разные истории и два непохожих игровых стиля. И когда велись переговоры, мы выступали за сохранение обоих клубов, но наверху решили иначе. Благодаря такому слиянию клубов Волгоградский «Каустик», вылетевший по итогам прошлого сезона из Суперлиги, возвращается обратно уже в этом сезоне. А на этом сегодня все. Если вам что-то не понравилось в выпуске, можно кинуть в нас тефтелькой и написать об этом в комментариях. А если все понравилось, жмите свой гандбольный лайк и не забывайте подписываться на канал. Ну а мы пошли искать для вас еще новостей. Скоро увидимся!